Space shuttle mission, and it has cleared the tower. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells. One minute, 15 seconds, velocity 2,900 feet per second. Авария произошла, но раздавать ее размера, как это делают некоторые буржуазные средства массовой информации, распространяя нелепые слухи, вряд ли уместно. В дальнейшем мы будем вас информировать о состоянии дел на Чернобыльской атомной станции, о ходе работ. Одна пролитая чашка кофе способна изменить судьбу целой планеты. Простая женщина может поменять расстановку сил на фронтах гражданской войны. И лишь одна случайная встреча сможет исцелить миллионы от лихорадки, порожденной технологической революцией. N-Foundation представляет история жанра антиутопия, акт 2, глава 3, непредвиденные последствия. После премьеры «Парень и его пес» постапокалиптический жанр редко радовал зрителя чем-то особенно интересным. Конечно, были исключения вроде трилогии «Безумного Макса». В 1984 на канале BBC Two прошла премьера псевдодокументального фильма «Нити». История ядерного апокалипсиса на основе реальных предпосылок получилась весьма уникальной, до сих пор не имеющей аналогов в истории кинематографа. Неплохим фильмом категории «Б» оказалась фантастическая комедия «Радиоактивные грезы». Эстетика постядерного панка в духе Fallout 2 со временем сделала кино культовым среди любителей апокалиптического жанра. В СССР хронику умирающей планеты решил запечатлеть режиссер Константин Лопушанский. Дорогой мальчик, представь себе, я работаю. И что самое забавное, не без пользы для общества. Летом 1977 года, будучи студентом, он попадает на практику к Андрею Тарковскому, который в тот момент снимает фильм «Сталкер». Это, скорее всего, стало одним из поворотных моментов в карьере Лопушанского. Вот эти камни, вот этот мох выкладывали вы своими руками? Выкладывали, да, именно так, чтобы оно было похоже на растущие деревья в этих каких-то горах. Вот потом попадаешь на эту площадку, ну, понимаешь, что надо было пройти, конечно, испытание, потом все это правильно. А вот на площадку и видишь, вот ты внутри находишься внутреннего мира великого художника. Ну, трудно передать ощущение. Да, просто... И на этих глазах составлялись кадры, какие-то кадры, я помню, Андрей Алексеевич меня подозвал, говорит, вот посмотрите, а там были выложены 2 скелета, между ними выросла какая-то травинка. Да, вот он, да, вот, ну он как-то тут выглядит, да, он тут немножко...
не совсем понятен. Ну, В 1980-м в качестве дипломной работы презентует короткометражную картину «Соло». Николай Гринько, также сыгравший в «Сталкере», исполнил роль музыканта в жутких условиях блокадного Ленинграда образца зимы 1942 года. Фильм показал безусловный талант автора и хорошо был принят как внутри страны, так и за ее пределами. Нужно понимать, что до прихода перестройки и гласности в кино Советского Союза существовала мощная индустрия цензуры, через которую Лопушанский должен был протащить мрачную антиутопическую картину с религиозными отсылками. Тогда, в 1984-м, он был начинающим режиссером с 2 короткометражками. Да и контакты с к тому моменту опальным Тарковским не добавляли ему очков в глазах союзных цензоров. Но в итоге, благодаря поддержке и письму Комитета советских ученых, занимавшихся проблемами атомной угрозы и ядерной зимы, фильм удалось запустить в производство. Сюжет картины написан самим Лопушанским в сотрудничестве с писателями Вячеславом Рыбаковым и Борисом Стругацким. Снятого материала оказалось слишком много. Режиссер жестко конфликтовал с руководителями Ленфильма из-за окончательного монтажа. Компромиссом стало подключение опытных постановщиков Семена Ароновича и Алексея Германа. В итоге фильм удалось сократить до 1,5 часов, не потеряв целостность и главную мысль произведения. Пора, наконец, признать, что вся история человечества – это история затянувшегося самоубийства живой материи, которую космическая случайность наделила способностью мыслить. Опыт выживания в условиях ядерной зимы мы получаем через ученого Ларсона, исполнил которого один из выдающихся союзных актеров Ролан Быков. Он и еще несколько выживших укрылись от последствий катаклизма под зданием исторического музея. Ларсон пишет письма своему сыну, пытаясь хоть как-то унять безграничную боль от потери собственного ребенка, а также с помощью математических моделей старается понять, осталась ли еще надежда на возвращение человечества в довоенное состояние. Другие жители подвала тем временем рефлексируют над историей собственного вида и его трагического самоуничтожения. Удачное применение раскрашивания пленки создает депрессивную атмосферу, а вкупе с предельно реалистичным окружением и прекрасной игрой актерского ансамбля позволяет глубже погрузиться в мир рухнувших надежд на светлое будущее человечества. Да поймите, если я даже выпишу им пропуск, они все равно будут задержаны на контроле. Дети без родителей, да еще в каталепсии. Да мне же расстреляют за выдачу фальшивых пропусков. У нас же военное положение. Все. За несколько месяцев до премьеры фильма произошла катастрофа на Чернобыльской электростанции, которая сильно повлияла на восприятие картины современниками. Страх невидимых частиц, разлагающих человека изнутри, навсегда остался не только с жителями Советского Союза, но и всей западной цивилизации. «Письма мертвого человека» тепло был принят зрителями и критиками, в том числе по ту сторону железного занавеса, завоевав несколько наград на международных фестивалях. Брат сценариста Бориса Стругацкого, Аркадий, даже сравнил кино с культовой постядерной драмой Стэнли Крамера «На последнем берегу», в котором приняли участие одни из самых знаменитых актеров своего времени – Грегори Пек, Фред Астер, Энтони Перкинс и Ава Гарднер.
The war started when people accepted the idiotic principle that peace could be maintained by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use without committing suicide. Но я должен быть наверху. Как угодно. Там Эрик, там Анна. Особого распоряжения на поверхность могут выйти только покойники. До развала СССР Лопушанский снимет еще одну апокалиптическую картину «Посетитель музея» 1989 года. В ней речь идет об экологической катастрофе. Акцента на религию несравнимо больше, а повествование течет крайне медленно. В фильм перекочевали несколько актеров из дебюта Лопушанского: Вера Майорова, Вадим Лобанов и исполнитель главной роли Виктор Михайлов. Кино получилось слишком психоделическим и медитативным, да и влияние Тарковского оказалось, пожалуй, чересчур много. Впрочем, это никак не сказалось на депрессивной атмосфере, схожей с письмами мертвого человека. Мы привыкли, к великому сожалению, не просто потому, что век инфантильный, а нас научили так. Нам удобно так жить. Потом я себя начинаю так же вести на работе, в лаборатории. И мы тем самым настолько забиваем в себе самостоятельность, настолько забиваем в себе собственное мнение, мышление, которое иногда трудно, иногда опасно, иногда чревато. Антиутопический роман «Рассказ служанки» вышел из-под пера Маргарет Этвуд в середине 80-х. История о республике Гилеад, образовавшейся в ходе гражданской войны в США, экранизирует немецкий режиссер Фолькер Шлёндорф на излете десятилетия. В этом мире, в ходе доподлинно неизвестных процессов, то ли экологических проблем, то ли из-за неизвестного вируса, человечество практически перестало воспроизводиться. Чтобы решить проблему вымирания популяции, была создана организация служанок, специально отобранных женщин, обладающих способностью к деторождению. По логике вещей, это должна быть привилегированная каста людей, но от республики в государстве Гилеад есть только название. Этвуд создает классическое фашистское государство с примесью расизма в обертке этики Ветхого Завета. За красивым фасадом традиционных ценностей скрывается система тотального физического и психологического насилия. Во главе стоит малочисленная прослойка военных офицеров и их жен, которые хотят очистить бывшие Соединенные Штаты от грязи, греха и деструктивных идеологий. При попытке покинуть пределы псевдохристианского государства, Кейт, ее муж и ребенок оказываются в лапах пограничной службы. Ее судьба – стать служанкой в семье высокопоставленного офицера или отправиться в колонии, места из которых не выбираются. You're healthy, you're free from infections, and you're the only ones whose tests are positive. You're the lucky ones. We're the lucky ones. Amen. You're going to be handmaids. You're going to serve God. And you're...
Картина переживала небольшой производственный ад, пока у руля не встал представитель немецкой новой волны Фолькер Шлендорф. Еще в конце 60-х он снимает экранизацию эксцентричной комедийной пьесы «Бал». Фильм стал важной точкой сборки для молодых немецких кинематографистов. Райнер Вернер Фассбиндер исполнил главную роль, а также привел людей из своей команды для работы над картиной. Stehst du da herum? Ein Leichenstein meiner verflossenen Johanna. Johannas Leichnam aus einer anderen Welt. Ich schmeiß dich raus. Geh sofort hinaus. Das ist eine Unverschämtheit. Es ist sowieso Frühjahr. В 1979-м Фолькер выпускает на экраны фильм «Жестяной барабан». История о мальчике из Данцига времен Второй мировой войны стала популярной как в самой Германии, так и за ее пределами. Фильм получил премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и поделил золотую пальмовую ветвь с культовым «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. Die Wochenschau nahm einen kurzen Streifen von uns auf, der später in allen Kinos lief. Denn was Oskar in der Polnischen Post in Danzig erlebt hatte, ist als Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Geschichte eingegangen. В том же году, в котором вышел в свет роман-рассказ «Служанки», Фолькер снял телевизионную экранизацию пьесы «Смерть камевояжера» с Дастином Хоффманом, получившим «Золотой глобус» за лучшего актера в ТВ-фильме, и только набирающим обороты молодым Джоном Малковичем. People have to move somewhere. No, there's more people now. No, I don't think there's more people. There's more people! That's what's ruining this country! Population is getting out of control! The competition is maddening! Smell the stink from that apartment house and another on the other side! Через все эти произведения проходит некоторый дух театральности, присущий большей части европейского кинематографа, который и перекочевал в драматическую антиутопию о женщинах в красном. There is more than one kind of freedom. In the days of anarchy, it was freedom to. Now you're being given freedom from. Don't underrate it. Главную роль исполнила Наташа Ричардсон, внучка Майкла Редгрейва, а в дальнейшем жена ирландского актера Лиама Нисона. Это был не первый выбор на роль служанки. Персонаж мог достаться Джоди Фостер или Сигурни Уивер. Жизнь Ричардсон трагически оборвалась в 2009 году из-за черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном курорте. You have been given this precious gift. Precious gift. You are fertile. You can give birth. Precious gift. You can give birth. You can give birth for our country. Oh, precious gift. May the Lord Stop! open. Thank you. That's as far as you have to go. Did you get the script first or I'd read the book first a couple of years ago and I loved it. I couldn't put it down. And then they sent me the script and I was amazed that they'd managed to turn this book into a film, and I thought they'd done a great job on the script. And when I heard who was directing it, and even more when I heard what a great cast they had with Robert Duvall and Dunaway and Aidan Quinn and Elizabeth, and I thought this is too good to miss. And the part, it's a roller coaster of a role. There's nothing this girl doesn't go through, from joy and elation to absolute despair. I mean, all sorts of interesting things to play.
Жену командора, Сирену Джой, воплотила в себе титулованная актриса Фэй Дэноуэй. Расцвет ее карьеры начался в конце 60-х с главной роли в культовом фильме «Бонни и Клайд», а закрепили статус звезды работы с Джеком Николсоном в «Китайском квартале», Робертом Редфордом в «Три дня Кондора» и Питером Финчем в не менее культовом «Телесеть», за роль в котором Дэноуэй и получила премию «Оскар». Роберт Дюваль после «Крестного отца», той же «Телесети» и «Апокалипсиса сегодня» тоже стал состоятельным актером. Он исполнил роль властного командора Фреда, человека, вокруг которого вертятся жизни Сирены и Кейт. Второстепенные актеры Эйден Куин и Элизабет МакГоверн также не отстают от своих именитых коллег. Музыкальным сопровождением занялся Рюити Сакамото, уже получивший премию «Оскар» за работу над фильмом «Последний император» итальянца Бернардо Бертолуччи. Японец, будучи одним из пионеров электронной музыки, насытил саундтрек синтетическими мотивами и создал запоминающиеся композиции, местами напоминающие работу Анджело Бадаламенти над сериалом Twin Peaks. Интересно, что два композитора объединятся, чтобы написать музыку к открытию Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Pressure groups running the store trying to dictate to us. Blacks, homos, you know. All those people on welfare. Women. Yes, sir, women. Фильм полностью провалился в прокате, не собрав даже половины от своего бюджета. Что стало причиной неудачи, трудно сказать. Добротная режиссура, интересный каст и хороший саундтрек не смогли спасти эту картину. Фильм со своей профеминистической позицией точно опередил свое время. Возможно, тогда он просто так и не нашел своего зрителя. Намного позже роман Этвуд экранизирует в качестве сериала, который станет успешным, в том числе совпав с нарастающей волной феминизма третьей волны. One of the things you'll notice right away is that the World Wide Web has graphics. Not only graphics, but buttons as well all over the place. And those buttons can link you to other pages. So we could go forward and actually, for instance, here I am at the Internet Underground Music Archive. Товары МММ – это лучшее приобретение за рубли. МММ – это самые низкие цены. МММ – это самая надежная защита от инфляции. Password enter. Welcome to BRT Online. 야, 이게 뭐지? Double cheese anchovies? Начало 90-х мир встретил большими политическими потрясениями. Блоковое мышление уходило, новыми популярными тропами стали огромные транснациональные корпорации и проблемы познания самого себя. Вкупе с наступлением цифровой революции и быстрого развития технологий, этот синтез нашел свое отражение в жанре киберпанк. В первой половине 90-х в этой традиции вышли такие фильмы, как «Вспомнить все», «Железо», «Газонокосильщик» и «Машина смерти». Get ready for a surprise.
never unplug a program when I'm engaged. You just ruined the whole effect. I'll be back. Но все-таки самым ярким представителем этого направления можно назвать Джонни Мнемоник Роберта Лонга. Фильм изначально задумывался как черно-белый артхаус с большим количеством диалогов, но продюсеры не давали деньги на такой сомнительный проект. Government approved. Warning, detected synaptic seepage. Neural failure within 24 hours. Seek medical attention immediately. Thank you. Когда к проекту подключили Киану Ривза, фильм было решено превратить в фантастический боевик. Ввиду того, что такие прошлые работы актера в экшн-жанре, как «На гребне волны» с Патриком Суэйзи в 91-м и «Скорость» с Сандрой Буллок в 94-м были относительно недорогими и срывали хороший куш в кинотеатрах. Впрочем, даже с таким именитым артистом на картину выделили всего $26 миллионов, что, конечно, сразу отправило ее в категорию «Б». Для примера, «Смертельная битва» Пола Андерсона с Кристофером Ламбертом, вышедшая в том же 95-м, стоила $18 миллионов, а утонувший в прокате и уничтоженный критиками «Судья Дред» со Сталлоне стоил космических 90 миллионов. И хотя удалось создать приемлемый сеттинг 21 века, нехватка ресурсов чувствуется в каждом кадре. Помимо Киану Ривза в фильме приняли участие Такеши Китано, уже получивший хвалебные отзывы на Каннском кинофестивале 93 года за режиссуру великолепного фильма «Сонатина», харизматичный Уда Кир, отметившийся в нашумевшей Суспирии Дарио Ардженто и в проектах Ларса фон Триера «Европа» и «Королевство». Дольф Лундгрен в роли наемного убийцы как нельзя кстати вписался в мир безумного киберпанка, в прошлом уже сыграв подобную роль в фильме «Универсальный солдат» Роланда Эммериха. Первоисточник, как и сценарий, написал Уильям Гибсон, автор известной трилогии «Киберпространство» и один из создателей жанра киберпанк таким, каким мы знаем его сегодня. Рассказ Джонни Мнемоник был написан еще в далеком 1981 году. С некоторыми изменениями он и дошел до экранизации спустя 14 лет после публикации. Charlie! They were waiting for me, Ralphie. Two big, nasty men. Johnny, please, let me explain. Johnny! You set me up, my friend. В 21 веке главным ресурсом становится информация. Цифровой мир стал слишком опасен, а поэтому наиболее ценную информацию доставляют курьеры. С помощью внедрения в мозг импланта для увеличения памяти они способны доставить груз в любую точку на планете. А главной проблемой человечества стала новая болезнь – синдром нервного истощения. Слияние человека с новыми технологиями не прошло бесследно. Группа ученых из Фармаком выкрали ценные данные у корпорации, намереваясь выложить данные в открытый доступ. Джонни Мнемоник следует практически всем жанровым меткам киберпанка. Антиутопический хай-тек лоу-лайф сеттинг, проникающее влияние азиатских тигров на мировую культуру и власть, поделенная между вооруженными группировками и крупными корпорациями. てめえも痛い目にあって少しは離婚になったか。なんか言うことねえか。この度はご出走さんでお悔やみ申し上げます。てめえ何言ってんだ。全然わかんねえよ。英語で話せ。なんか言うことねえか。
Существует две версии фильма. Оригинальная, американская на 96 минут с саундтреком от Брэда Фиделя и расширенная, японская версия на 107 минут, где музыкальным сопровождением занимался Майкл Данна. Даже если вы уже смотрели версию США, все равно стоит вернуться и оценить японский вариант. Музыка в нем кажется более выразительной. Также он существенно расширяет роль Такеши Китано и дает куда больше контекста происходящего, нежели американский релиз. Дополнительные 10 минут также сильно выравнивают скорость повествования. Фильм перестает быть рваным и раскрывается с лучшей стороны. В 2022 году вышло переиздание картины в черно-белом варианте, как и задумывал Лонго изначально. Папа, Джонни Мнемоник в черно-белом — это перекрашенная версия театрального варианта. Журналист Патрик Далл в беседе с режиссером нашел сходство с японским андерграундным киберпанк-хоррором Тецуо. Сам Лонго рассказал о влиянии Альфавиля Годара и культовой французской экспериментальной короткометражки о путешествиях во времени «Взлетная полоса» 1962 года. This causes it. Information overload. All the electronics around you poisoning the airwaves. Technological fucking civilization. But we still have all this shit. И хоть фильм провалился в прокате и собрал противоречивые отзывы, со временем он нашел свое признание. Вообще, 95-й стал переломным годом для жанра киберпанк. С выходом «Призрака в доспехах» популярность направления выросла в разы. Фильмы «Нирвана», «Пи», «Матрица», «Авалон», версия 1.0 и «Торговец сном» продолжают традицию изучения нового антиутопического будущего через призму цифровых технологий и трансгуманизма. Now suddenly, I'm responsible for the entire fucking world. And everybody and his mother is trying to kill me if my head doesn't blow up first. You've run the gamut. I mean, here you are doing a sci-fi flick. Is there one genre that you feel speaks to you a little more loudly than the others, or are you just all... They all have their loud voices at different times. You know what I mean? Like I mean, I've always wanted to do some science fiction, and it's, you know, so that it's great. I'm like, all right, I'm here. All right. William Gibson, Robert Longo, Johnny Mnemonic. Мир уже никогда не будет прежним. Идеологическая стена рассыпалась на тысячи маленьких осколков. Нет больше никаких угроз. Ни ослепительного света атомного зарева, ни мрачной черноты холодных облаков ядерной зимы. Но под обломками империи погибнет огромное количество людей. Не так они себе представляли освобождение от тоталитарного зла. Дух свободы, одновременно создающий нечто новое и разрушающий все старое, прокатится по всей планете, подарив миру пару десятилетий спокойствия. Но, как известно, хорошие времена рождают монстров. N-Foundation. История жанра антиутопия. Акт 2, глава 3. Оставайтесь на связи, все ссылки в описании. Shell Beach is where I grew up? That's what I said. Shell Beach, your hometown. I need to get there, Carl.
smile.